Привет, ребят! Это снова я со своей ужасной дикцией и кошмарным звуком. У кого из ушей течет кровь от озвучки, настоятельно рекомендую закрыть это видео. У кого же уши пока еще не кровоточат, слушаем следующую душераздирающую историю. Леденящее душу дело подростков Даниэля Петри и Габриэля Куна в 2007 году потрясло Бразилию и весь мир. В первую очередь из-за их юного возраста и, казалось бы, тривиальной причины, стоящей за всем этим. Два друга, оба заядлые игроки в онлайн-игру под названием Tibia, поссорились из-за заимствованной внутриигровой валюты стоимостью всего $0.75. Это разногласие привело к невообразимому акту насилия. Даниэль Филиппе Петри родился в Бразилии в 1991 году. Он был уроженцем Блюменау, Санта-Катарина. В отчетах утверждается, что Петри вырос в токсичной среде, что стало психологическим фактором, из-за которого у него развились склонности к насилию. Даниэль всегда был гиперактивным ребенком. Обеспокоенные родители странным поведением сына и его агрессией обратились за профессиональной помощью к психиатрам. Тем не менее, Даниэль сопротивлялся лечению, часто капризничал во время сеансов и в конце концов полностью прекратил лечение. Этот отказ от сотрудничества с медицинскими работниками еще больше усугубил его нестабильное психологическое состояние. Говорили, что Петри испытывал огромную ненависть к врачам и больницам и никогда не разговаривал во время сеансов. Он также перестал посещать школу, из-за чего у его сверстников и учителей создалось впечатление, что он, вероятно, получает психологическую помощь. Но это было совсем не так. Петри проводил большую часть своего времени, играя в игру Tibia, и стал опытным игроком. Он часто общался с другими игроками онлайн, и они весело проводили время. Габриэль Кун, он же Габриэль Гильермо Кун, родился в 1995 году в Санта-Катарине, Бразилия. Их семья пользовалась большим уважением в обществе. У него был брат, с которым они очень хорошо ладили. В отличие от Даниэля, Габриэль Кун был способным, спокойным и умным подростком. Он хорошо учился и ладил со сверстниками. Он был застенчивым, но любил проводить время, играя в Тибию. Игра послужила почвой, где два мальчика смогли сблизиться, несмотря на их противоположные характеры. Родители Габриэля были против их дружбы и запрещали ему общаться с Даниэлем. Неясно, были ли Габриэль Кун и Даниэль Петри друзьями, только они могли знать, насколько близки были их отношения. Им нравилось играть в видеоигры вместе, но неизвестно, были ли они чем-то большим, чем просто приятелями по играм. Поскольку Даниэль был старше Габриэля примерно на 4 года, у него был свой круг общения. Полицейские в отчетах предполагают, что они были друзьями только тогда, когда дело доходило до видеоигр и ничего большего. Они не проявляли никакого гнева или агрессии друг к другу, пока не произошла злополучная ссора. Прошло несколько лет, а вопросы, касающиеся обстоятельств этого инцидента и местонахождения убийцы Куна, который получил то, что многие называют легким и несправедливым приговором за столь печально известное преступление, до сих пор остаются без ответов. На сегодняшний день местонахождение Петри остается главной темой для обсуждения, и его отвратительное преступление никогда не изгладится из памяти бразильцев. Для людей, которые еще не знакомы с историей убийства Габриэля Куна, вернемся к этой страшной истории. Куну было всего 12 лет, когда он был жестоко убит Даниэлем Петри, его близким другом и соседом, который разделял любовь жертвы к видеоиграм. Габриэль познакомился с Даниэлем Петри через онлайн-игру под названием Tibia. Tibia – это многопользовательская ролевая онлайн-игра на средневековую тематику и переводится как «берцовая кость». Подростки всего мира были ею увлечены
с 1997 по 2007 год. Мальчики провели бесчисленное количество часов, играя в игру вместе на частных серверах, которые они настроили сами. Их общая страсть к игре привела к тому, что на первый взгляд всем казалось дружбой. Однако вскоре дело приняло мрачный оборот и в конечном итоге привело к трагическому концу. Это преступление стало одним из самых ужасных и странных убийств в Бразилии всех времен. Осенью 2007 года в Бразилии развернулась захватывающая и трагическая история с участием двух юных друзей, чьи жизни уже никогда не будут прежними. 16-летний Даниэль был обвинен в чудовищном преступлении, которое потрясло общество. Жертвой стал 12-летний Габриэль. Он был жестоко убит в результате того, что можно описать только как развратный и дикий акт. Трагическая цепь событий, приведших к убийству Габриэля Куна, началась с, казалось бы, пустяковых разногласий между двумя друзьями из-за заемной внутриигровой валюты. В Тибе игроки могли приобретать игровые элементы и улучшать аккаунты с обычных на премиум за монеты. Их дружба шла хорошо, пока Габриэль не одолжил у Даниэля 20 тысяч монет Тибия. Это игровые монеты, которые были равны $1 75 центов на то время. Он обещал вернуть деньги позже. Время шло. Даниэль все больше расстраивался из-за того, что Габриэль не возвращает долг. Даниэль умолял его вернуть деньги за взятые игровые монеты, но он их не возвращал. В день предполагаемого возврата денег Даниэль зашел на частный сервер, который Даниэль настроил для совместной игры. Однако, к его удивлению, Габриэль без возврата денег сначала перестал общаться с Даниэлем, а затем и вовсе заблокировал его контакт и отключил его от сервера. Это была большая ошибка с его стороны. Этот поступок привел Даниэля в ярость сверх всякой меры и подготовил почву для жестокого противостояния между двумя друзьями. Даниэль был очень расстроен предательством друга и неспособностью разрешить их виртуальный спор мирным путем. Затем он решил взять дело в свои руки. Даниэль позвонил матери Габриэля Куна в 9:30 утра на мобильный телефон. Она ему ответила, что ее нет дома, и Габриэль дома сейчас один. Тогда Даниэль решил воспользоваться случаем и пришел к дому Габриэля. Мальчик не решался открыть ему дверь, так как знал, на что способен Даниэль. Но Петри убедил его, что просто хочет поговорить о их разногласиях лично и все решить мирным путем. Даниэль дал ему понять, что между ними все будет хорошо, если Габриэль попросит у него прощения. Габриэль подумал, что его друг говорит правду, поэтому он открыл дверь, чтобы извиниться перед ним. Мальчик вежливо впустил Даниэля, жест, который в конечном итоге привел к его безвременной кончине. Войдя в комнату, Даниэль запер за собой дверь и немедленно совершил жестокую атаку на Куна. Он избил его до полусмерти. Даниэль был рослым парнем. В 16 лет его вес был 90 килограмм, при росте 1,91 сантиметра. Габриэль находился в тяжелом состоянии из-за жестокого избиения, которому его подверг Даниэль. У него был сломан нос, все его лицо и тело было в синяках. Несмотря на это, Даниэль Петри на этом не остановился. Он несколько раз сексуально надругался над своей жертвой, совершив содомию с Габриэлем Куном, который был намного слабее его, и у него не было сил сопротивляться. Габриэль лежал в луже крови, рыдал и корчился в агонии, а Даниэль смеялся и издевался над ним. Габриэль оказался достаточно храбрым, чтобы сказать Петре, что он расскажет его родителям обо всем, что он с ним сделал. В этот момент Даниэль решил принять меры, чтобы заставить свою жертву замолчать навсегда. Он выдернул кабель из компьютера и обмотал его вокруг шеи 12-летнего мальчика. Габриэль сопротивлялся как мог, но силы были неравны.
Даниэль продолжал душить его до тех пор, пока у Габриэля не пошла кровавая пена изо рта, а затем мальчик потерял сознание. Можно было бы предположить, что этот кошмарный поступок был наихудшим возможным исходом, но ужасающие действия Даниэля Петри были далеки от завершения. Предположив, что Габриэль мертв, он решил его спрятать на чердаке. Даниэль обмотал тело Габриэля проводами и попытался втащить его на чердак. Но так как тело оказалось слишком тяжелым, а люк чердака находился на высоте 1,80 м, он понял, что не сможет это сделать. И тут он решает расчленить его. Он стал искать, чем бы это можно было сделать. Сначала он пошел на кухню за кухонным ножом, а затем направился в гараж и взял там ножовку. Сначала ножом, а потом и ножовкой Даниэль начал пилить ноги Габриэлю, чтобы облегчить себе задачу и попытаться частями поднять его на чердак. Когда он почти полностью отпилил правую ногу своей жертвы, произошло невообразимое. Габриэль Кун вдруг внезапно очнулся во время этого процесса. Он начал кричать и плакать от невыносимой боли. Ничуть не смущаясь этим, Даниэль продолжал выполнять свою ужасную работу. Он поменял угол наклона ножовки и начал пилить быстрее и сильнее, пока ему не удалось отпилить обе ноги Габриэлю. Как в фильме ужасов, Петри вырезал символы игры Тибии на груди Куна и попытался спрятать его, запихнув на чердак. Обнаружив, что тело все еще не проходит в люк чердака, он бросил туловище 12-летнего мальчика в коридоре около люка на чердак, а ноги оставил у входной двери вместе с ножовкой и скрылся с места происшествия. В конце концов, Габриэль скончался от этих ужасающих травм и большой кровопотери. Его изуродованное тело было обнаружено позже, в тот же день, его братом, который вернулся домой. Увиденная картина повергла его в шок. Потрясенный и напуганный, он стал громко кричать. Его крики услышали соседи, которые позвонили в полицию, чтобы сообщить об ужасном месте преступления. Это положило начало расследованию, которое в конечном итоге привело к аресту и осуждению Даниэля Петри за это отвратительное преступление. В ходе расследования полиция изучила виртуальные коммуникации обоих мальчиков в Тибии, которые представили важные доказательства относительно их спора по поводу заимствованной внутриигровой валюты. Это доказательство оказалось решающим в установлении связи Даниэля Петри с убийством Габриэля Куна, поскольку оно установило четкий мотив его насильственных действий. Кроме того, следователи вошли в систему игровой консоли Габриэля, где они раскрыли больше подробностей об их онлайн-спорах. Это все больше доказывало причастность Даниэля к этому трагическому делу. После того, как Петри был задержан, он сразу же признался в содеянном, без каких-либо угрызений совести, и рассказал о шокирующих подробностях убийства. Результаты вскрытия Куна были обнародованы и показали, что прямая кишка жертвы подверглась сексуальному насилию. Когда Даниэля спросили об этом поступке, он признался, что совершил сексуальные действия с Куном, что побудило полицейских спросить, был ли он гомосексуалистом. На этот вопрос Петри отреагировал яростно. Он вспылил и гневно отрицал, что он гомосексуалист. Даниэль обвинял в случившемся Габриэля. Он утверждал, что Габриэль Кун был мошенником и вором, который обманул его. На суде судья спросил, есть ли у него какие-либо заключительные заявления, и ответчик сказал, что завершит свою месть в аду. Он сказал, Габриэль был трусом и вором. Сейчас он горит в аду, куда я его отправил. И когда я умру, я найду его в аду и положу конец своей мести. Это было последнее слово Даниэля Петри в суде.
Поскольку история привлекла внимание всей страны, общественность надеялась, что правосудие восторжествует, и подросток-убийца будет либо пожизненно заключен за решетку, либо ему грозит смертная казнь. Но по законодательству Бразилии Петри был обвинен как несовершеннолетний и приговорен всего к 3 годам заключения в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Даниэль отбыл свой срок и был освобожден из тюрьмы в 2010 году. Трехлетний приговор, вынесенный Даниэлю Петри, вызвал всеобщее возмущение, и многие люди почувствовали, что правосудие не было достаточно строгим за такое отвратительное преступление. Это чувство подпитывалось жестокостью убийства Габриэля Куна и тем фактом, что Даниэль не проявил никакого раскаяния на протяжении всего судебного разбирательства. На суде он вел себя заносчиво и высокомерно. Трагическая смерть Габриэля Куна вызвала бурю эмоций в мировом сообществе онлайн-игр, особенно среди игроков Тибия, которые пребывали в шоке и неверии в то, как, казалось бы, незначительный внутриигровой спор мог привести к такому насилию. В ответ несколько игроков Тибия по всему миру осудили действия Даниэля Петри и организовали виртуальные протесты внутри самой игры. Они также выразили свои соболезнования семье Габриэля Куна, продемонстрировав солидарность против бессмысленного насилия, связанного со спорами об онлайн-играх. Многие перестали играть в эту игру. На суде Даниэль Петри заявил, что именно эта игра подтолкнула его к убийству. Разработчики Тибии отдали дань уважения Габриэлю Куну, включив его образ в игру. Даниэль Кун также фигурировал в игре Райден Стом в качестве второстепенного персонажа. Мало что известно о дальнейшей судьбе Даниэля Петри. После отбытия наказания в исправительном центре для несовершеннолетних он исчез, вызвав волну слухов и домыслов. Есть версия, что Даниэль Петри покончил с собой. Другая же версия утверждает, что Даниэль Петри покинул Бразилию и находится в другой стране, возможно в США, где ищет новую жертву. Психиатры и исследователи Интерпола разослали профиль Даниэля Петри, в котором говорится, что где бы он ни был, он всегда будет играть в онлайн-игры. Однако в базе данных Интерпола Даниэль Петри не значится среди разыскиваемых преступников. 20 тысяч виртуальных монет Тибия стоимостью примерно $1.75 так и не были возвращены. Друзья, берегите себя и своих близких. Не впускайте в свою жизнь малознакомых людей. Спасибо вам за ваши отзывы, лайки и подписки. Для меня это очень ценно. До встречи на канале.